Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся самой актуальной, важной информацией для каждого. Обращаем внимание, что на 10 декабря действуют особые запреты. Сегодня 10 декабря знамение Пресвятой Богородицы. Это божественный, это чудесный день, когда мы сможем с вами попросить у Пресвятой Богородицы того, что нам нужно. Также сегодня уделим внимание, что можно, что нельзя делать в этот день, и немножко уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья. Будет много полезной, важной, интересной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, мы с вами начинаем с народного календаря на 10 декабря. Сегодня у нас с вами народный праздник 10 декабря Романов день. И согласно церковному календарю, сегодня вспоминают преподобного Романа Антиохийского, который исцелял от бесплодия и тяжелых болезней. Также сегодня, 10 декабря, отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Знамением. Другие названия праздника 10 декабря – это знамение, зимнее знамение, роман или домочадцев день. 10 декабря православные почитают икону Божьей Матери Знамения, и в народе этот день называют Знамение Пресвятой Богородицы. Святой лик помогает в избавлении от болезней, от различных бед и несчастий. Наши предки от знамения всегда ждали чего-то особенного, обращали внимание на знаки, которые указывают на судьбу. К примеру, была народная примета, что если на рассвете встать лицом к северному ветру, то унесет он с собой все беды и печали. В народе же отмечают сегодня 10 декабря Романов день. И традиционно наши предки в этот день шли в церковь, чтобы помолиться у иконы Богоматери Знамения. Просили у нее защиты от ссор в семье и всякого врага, помощи в поиске потерянной вещички. Обращались также с молитвой к святому лику Романа перед дальней дорогой или же с просьбой избавить от несчастий и горестей. А женщины молили преподобного Романа подарить радость стать матерью. А для того, чтобы неудачи и неурядицы прекратились 10 декабря, следует обратиться к святому Роману. При этом важно быть искренними, очистить свои мысли от негатива. А в своих прошениях необходимо быть честными. Тогда день станет некоторым началом лучшей жизни. Также на знамение был обычай прогонять все печали и неурядицы с помощью обряда на ветер. Для этого нужно было встать в первой половине дня, не умываясь, не расчесываясь, тепло не одеваясь, выйти во двор, на улицу и встать к ветру лицом, чтобы выдул ветер все плохое. После вернуться домой, умыться проточной водой, прочитать молитву Божьей Матери трижды, далее перекрестившись и подмести обязательно пол в доме. В Романов день рыбаки на рыбалку не ходили, так как по народным приметам считалось, что рыба 10 декабря прячется как можно глубже и, соответственно, никакого улова не будет. А вот охотники ходили в лес на поиски сброшенных лосиных рогов. Такой трофей мог стать и украшением дома, и даже полезной вещью. Если 10 декабря было тепло, то вязать, шить или ткать было нельзя. Согласно народной примете, можно было зашить тепло, что и станет причиной гибели озимых.
Зато можно было готовить разные пироги, чтобы в доме пахло выпечкой, завлекающей тепло, уют и комфорт, а также избавляющей от плохих дум, которые часто и являются причиной раздоров и недомолвок в семье. Девушки, вышедшие этой осенью замуж, молились у иконы знамения о скором пополнении в семействе. При этом они поглаживали живот, представляя, как в нем растет малыш. Рожденные 10 декабря в Романов день обладали огромной силой воли и внутренней энергии. Для них на первом месте была семья. Эти люди не нуждались в похвале и не идут на поводу у других. А в качестве талисмана им подходит аметист, помогающий развить внутренние способности и познать мудрость Вселенной. Конечно, в этот день, 10 декабря, были и запрещающие приметы, которые наши предки особо соблюдали. Поэтому 10 декабря, когда по народному календарю отмечают День Романа и знамения, у наших предков были особые приметы, которые запрещали и напоминали, что нельзя делать в этот день, чтобы не навредить ни себе, ни своему роду. Если 10 декабря стояла теплая погода, то ни в коем случае не стоит сегодня рукодельничать, потому что можно зашить тепло и зимой померзнут все озимые, а также на домашний скот нападет погибель. Если же в день Романа лютует ветер, то не рекомендуется начинать утро с умывания и расчесывания. Надо сразу же после сна выйти во двор и встать лицом к ветру. Он выдует весь негатив. После зайти в дом и умыться отстоявшейся водой, а после везде подмести. Мусор нужно собрать в угол и вынести как можно дальше от дома. И тогда считалось, что все проблемы уйдут. Также 10 декабря не стоит расстраиваться, если вы потеряли какую-то ценную вещь. Нужно помолиться у иконы Божьей Матери знамения, и пропажа очень скоро найдется. А перед ликом преподобного Романа в этот день принято молиться тем, кто хочет избавиться от горести и бед. Женщинам же святой дарит радость материнства. Нельзя было 10 декабря и рыбачить, поскольку рыба в этот день глубоко прячется, и тот, кто ее начнет тревожить, рискует разбудить водяного, который разозлится и может утянуть рыбака на дно. Нельзя в день Романа и проходить мимо сброшенных лосиных рогов. Охотнику нужно было обязательно подобрать и повесить дома в качестве оберега от злых людей и нечисти. Также эти рога могут исполнить и самое заветное желание, если их рукой потереть. Делать можно было только один раз в году, 10 декабря. По народной примете нельзя в этот день, 10 декабря, пускать и в дом нищих, поскольку вместе с ними могут прийти в семью болезни и бедность. И сегодня, 10 декабря, в православном мире отмечается церковный праздник – икона Пресвятой Богородицы Знамения. Иконе молятся о прекращении стихийных бедствий. Образ защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать потерянные вещи и наладить отношения в семье. В домах устанавливали икону, чтобы защититься от пожаров, воров и других напастей. Также святой лик помогает в исцелении различных болезней. Перед ним молятся, отправляясь в дальнюю дорогу, и просят от избавления от бед и несчастий. И сегодня, 10 декабря, вы можете провести ритуал от несчастий и горестей. Для этого брали перец и посыпали им водичку. Далее делали большой глоток и говорили следующие слова: «Горечи сполна хлебнула». Затем второй, сопровождая этими же словами. После третий, также произнося данную фразу. Да, затем в воду добавляли ложку меда и пили, говоря следующие слова: «Воду медком послащу, все беды уберу». После этого допивали водичку до конца, затем трижды осеняли себя крестным знамением, читая молитву «Отче наш» 9 раз.
Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 10 декабря 2021 года. Сегодня у нас с вами 6 и 7 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Рыбы. Сегодняшний день, 10 декабря, один из самых удачных как для работы, так и для бизнеса. Хотя следует отметить, что и провокационный в какой-то степени. Дело в том, что сегодня вы можете свернуть горы, а слова как никогда обретают магическую силу. Вся окружающая природа очень чутко отвлекается на каждое слово, даже случайно оброненное. Возможно, что все сказанное притворится в жизнь, и хорошее, и плохое, а все пожелания вслух себе и окружающим обязательно осуществятся. Помните, что зло сегодня особенно наказуемо, поэтому употребляйте слова и выражения осторожно. Сказанное дурное пожелание непременно вернется вам бумерангом. Считается, что сегодня удача сопутствует мудрым и справедливым людям. И 10 декабря этот день является энергетическим пиком, наивысшей точкой развития, эволюции и самосовершенствования. Если сегодня сосредоточиться, то можно почувствовать небывалый подъем всех своих душевных и физических сил. И теперь главное мудро реализовать их, направить всю энергию на созидание фундамента, той основы, которую можно будет ощутить под ногами в самые трудные моменты. Пора воплотить в жизнь хороший проект, давно задуманное дело, на которое раньше просто не хватало даже сил и решимости. В этот период нам Луна дает еще возможность осознать людям свои желания и способности, а также найти внешние и внутренние ресурсы, резервы для проявления и понимания своих способностей и целей. Это время удачно для всех дел, которые связаны с уединением, вдохновением и отдыхом. И Луна в этом знаке зодиака, она благоприятна для заведений, которые имеют водный характер. Но нежелательно трогать важные дела, так как в такие дни ослабевает ощущение реальности. Но в то же время этот день благоприятен для прояснения различных фактов. В это время рекомендуется отдохнуть, расслабиться и отдаться на волю чувствам. Только так можно сбросить с себя груз бытовых и рабочих проблем. А для повышения настроения хорошим вариантом считается медитация, которая основывается будет на вашем любимом цвете. С другой стороны, сегодняшний день он активный и удачный для всех честных и порядочных людей. День хорош для новых приобретений, потому что покупка, сделанная сегодня, принесет вам радость и удовлетворение. Более того, вполне вероятно, что ваша сегодняшняя молитва будет услышана. Во второй половине дня особенно необходима будет собранность, организованность, ответственность для того, чтобы усилия первой половины дня не прошли прахом. И что же касательно стрижки, несмотря на тот факт, что Луна входит в растущую фазу и стриженные в этот день волосы быстро отрастут, делать стрижку все-таки сегодня не рекомендуется. Вашей внешности ничего не грозит, но здоровье может быть ослаблено. С другой стороны, эта процедура поможет раскрыть в себе интуицию или даже увидеть вещий сон. Окраска волос повысит вашу притягательность. И сегодня лучшим решением будет порадовать себя и своего мужчину легкими завитыми локонами. Вы удивитесь, но именно кудрявые волосы принесут вам удачу, повысят стрессоустойчивость и увеличат количество энергии. И вы знаете, это усилит энергетику природы. Но сегодня в этот день опасно обманывать и лукавить, потому что ложь сегодня обладает большой разрушительной силой. Нельзя произносить и грязных слов. Не стоит также бить посуду, рвать бумагу, какие бы то ни было письма. Увиденный сегодня во сне боевой петух – это знак возможной близкой беды для человека и для его близких. Друзья, вот такой у нас с вами будет день, 10 декабря 2021 года.